Всем привет, вы на канале Panda Wants to Play, и мы продолжаем играть в Last Oasis. Игра, которая радует нас своей стабильностью. Да, в последнее время, неделю назад у нас она не работала, сейчас она у нас вроде как бы работает, да? И коротко, значит, что мы делали в прошлый раз? В прошлый раз мы построили ходуна, самого простого, да, светлячка, но... Я сегодня грешным делом зашел посмотреть, что там происходит. И, видимо, как-то я неправильно сохранился и появился без ходуна. Либо я как-то неправильно загрузился, но появился я без своего ходуна. Подумав, что он пропал безвозвратно, либо его разрушили, либо еще что-то, не знаю что. Пришлось построить новый. Вот, а сейчас я понимаю, что... ходун мой первый остался, второй, соответственно, тоже. И получается вот оазис, да, где я обитаю, на данный момент имеет два ходуна моих светлячка. Вот, один у нас получается вот в этой стороне, да, а второй, вот в этой точнее, а второй вот здесь вот. То есть никуда он не делся, все сохранилось, насколько я понимаю. И теперь я могу... соответственно, загрузить тот или иной, который мне интересен. Вот. Что мы будем делать сегодня? Сегодня мы, как минимум, нам нужно построить еще большего ходуна, да, еще больше корабль, который сможет перевозить уже 2 человек. Вот. Рецепт на него я открыл. Зелье, которое нужно для того, чтобы этот чертеж получить, тоже у меня в наличии. То есть у нас, в принципе, осталось только его построить. Вот. И давайте, наверное, загружаться. Так, это у нас вот эта сторона. Попробуем, значит. Высаживаемся здесь и, соответственно, загружаемся, да? Все, ждем. Приблизительное время ожидания 0:00. 0:00, 3 нуля. Позиция номер 1. Что я понял из того, что за то время, за которое я успел поиграть? Значит, есть смысл, точнее, очень большой, как бы, необходимость, очень большая необходимость играть в клане. Однозначно, потому что в одиночку будет выжить довольно сложно. Люди будут объединяться. Но вот, как я и говорил, да, вот у нас... я высадился, да, вроде в той зоне, где я закончил, но ходуна я своего не вижу. Почему-то. Давайте посмотрим на карту. Ну да, как бы... И что мне делать в этом случае, я не совсем понимаю. Строить новый, как бы, но уже 3-й получается. Как-то не камильфо. И вот такая вот фигня у нас получается. То есть, вроде как бы я сажусь на него. Но в итоге он исчезает, его нет. Поэтому строить новый... У меня еще ресурсы на нем там некоторые остались. Строить новый, я не знаю, есть ли смысл. Я, допустим, его сейчас построю, да, большой. Но он также у меня пропадет бесследно. И... Короче, как-то вот это все странно выглядит. Можно еще раз попробовать. Еще раз попробовать выйти и... зайти уже с ходуном, но не знаю, сейчас попробуем, получится или нет. Так. Выбираем ходуна.
для посадки, да? Предпочитаемый ходуны персонаж 0 из 5. Вы можете отметить предпочтения припаркованных ходунов, чтобы они не сгорели в оазисе. Наемник переместит их для вас в ближайший оазис к востоку. Число ограничено. Если места еще остались, то ходун, которого вы использовали последним, тоже переместится. Давай вот этот попробуем переместить. Не совсем понимаю, как это будет работать. Но попробуем. Попробуем. Странная система, не совсем непонятная пока. Но если это будет работать, ради бога, мне нужно, чтобы ходун мой был при мне. Мне не важно, кто его переместит, куда и как это все устроено. Я хочу его видеть там, где я есть. Потому что каждый раз делать новый, но это бред. Тем более у меня там ресурсы. The sun burns the land behind us. All living things on earth must run from it. If you do not understand, Ну опять что-то где-то он меня выкинул и... Тьфу. Нахрена мне такая игра без ходуна? Что за бред вообще? И каждый раз это все по новой делать, что ли, блин? Вот он мне пишет, no walker, да? Нет ходуна. Но хотелось бы его иметь как-то, я не знаю. Что за бред? Как мне высадиться с ходуном? У меня один вопрос, ребята. Я же не могу это делать бесконечно. Может быть, это все-таки какой-то баг? Не все, они еще отработали. Но я хочу высадиться с ходуном. И мне не важно, как вы это сделаете. Так. Чтобы высадиться, левая кнопка мыши. Окей, нажали. Так. Все, вот у нас появился значок нашего человека. И, соответственно, нажимаем, да? Ну, хорошо, попытка номер 3. Посмотрим. Отлично. Неужели у нас получилось? Так. Хорошо, давайте посмотрим. Все ли у нас на месте? Да, отлично. Все на месте. Вода есть, ходун на месте. Так. Я предлагаю сейчас, значит, посмотреть, что нам нужно для строительства более большого ходуна. Так. И уже... где-нибудь найти такое укромное местечко и попытаться его построить, да? Так, значит, что я вижу? У нас, в принципе, все материалы в наличии, и мы можем уже построить лодочный ходун большой, да?
короче, погнали. Сейчас мы найдем местечко более-менее укромное, чтобы нас, мало ли чего, никто не атаковал. И построим уже конструкцию побольше, потому что надо как-то развиваться дальше. Да, и если вот у кого-то вдруг появится желание поиграть совместно в эту игру, я буду только рад, потому что здесь нужно выживать в команде. Однозначно, одному тут будет выжить очень сложно. Это до первых каких-нибудь, до первого клана, который посчитает, что их клан важнее, чем твоя жизнь, просто тебя завалят. И ничего ты с этим поделать не сможешь. Так, ну, можно, в принципе, вот здесь вот, чтобы недалеко было от границы, да? Попробовать это сделать. Так, давайте смотреть, что нам нужно. Открываем Б. Открываем ходуны. И у нас открывается наш рецепт. То есть нам нужно порошок видений употребить, я так понимаю, чтобы попытаться построить наш лодочный ходун. Давайте это сделаем. Так. Все, мы его употребили, ставим. Это наш чертеж. Есть. Так. Ну и, соответственно, теперь нам нужно сюда натаскать древесины, ну, точнее, материалов, которые позволят нам все это построить. Я надеюсь, что нам от того, что у нас в наличии, хватит. Конечно же, нифига у нас не хватит. И это проблема на самом деле, потому что мне казалось, что все будет хватать, а на самом деле такая вот фигня. Проблема в том, что высадились-то мы не в немножко безлюдном месте, и ресурсов здесь особо-то и нет, и придется мотаться. Ладно, деваться некуда. Не думал я не думал, что такая будет у нас проблема. Ну да ладно, так, надо сейчас посмотреть, что нам не хватает, во-первых, да, чтобы примерно представлять, что нам собирать. Так, дерево, волокна, камень и лоза. Да, лозы у нас вообще нету, да? Сейчас мы посмотрим, что у нас в хранилище еще есть. Может быть, что-то получится сделать. Так, лоза. Волокон нет, дерева нет, короче, только лоза. Смотрим, значит, лоза у нас в наличии. Нам нужно 100 камней, 162 волокна и 280 дерева. Это ужас просто. Ну что ж, будем собирать. Короче, чем больше, тем лучше. Волокна, камень и... дерево, да? Так, сейчас мне нужно залезть в хранилище и слить туда, освободить инвентарь, грубо говоря. Все это дело нафиг. Так, камень. Камень нам понадобится. Это нам нужно, это нужно. Вот это почему не на мне, непонятно. Вот это можно закинуть. Это тоже. Это оставим. Вот это можно сюда закинуть. Лоза. Лоза пусть будет. Это можно здесь все. Ну все, погнали. Придется все это дело собирать. Вот с камнем будет проблематично, потому что кирка у нас не изучена, и разбивать огромные валуны я не могу. А это значит, что мне придется собирать то, что есть на земле. И это довольно-таки проблематично все будет выглядеть. Почему-то мне казалось, что изначально тех ресурсов, которые у нас указаны, будет достаточно, а по факту оказалось, что нет. Вот почему я говорю, что здесь нужно играть в команде. Одному это все сделать довольно-таки проблематично.
Ну, на данном этапе у нас будет довольно скучный процесс по сбору необходимых ингредиентов, но с этим ничего не поделать. Нас интересуют кусты, нас интересует дерево, нас интересует камень. Все, на данном этапе нас больше ничего не интересует. Так, 134 дерева. Вот где бы посмотреть, что нам нужно для строительства? Непонятно. Вот это, наверное, я считаю недостатком, потому что хотелось бы, чтобы отображалась информация по тому этапу, да? Какие ресурсы нам нужны на данном этапе. А то вот, допустим, я собираю, а хватит мне этого сейчас или нет? Мне нужно опять вернуться, посмотреть, что, чего мне хватает, чего нет. Как бы не очень хорошо. Где я столько камней найду? У меня вот один вопрос. Если с деревом из... Так, давайте посмотрим. Может быть, мы можем что-то изучить. Изготовление. Так, нет, не изготовление, снаряжение. Есть здесь кирка у нас где-нибудь? Потому что, блин... Не вижу я ее вообще. Вот, простая кирка, 10. То есть, в принципе, если мы насобираем фрагментов еще, да, можно будет открыть кирку. И это упростит задачу по сбору камня, да? Окей. Тогда попутно будем валить обезьян. Опа, у нас впереди какой-то... Так, подожди, нам туда не нужно, нам не надо покидать оазис. Нам нужно собирать ресурсы для строительства своего большого корабля. Ребят, если у кого-то есть эта игра и у кого-то есть желание поиграть вдвоем, я буду только рад. Так, по-хорошему надо было, конечно, записать то, что нам нужно. Потому что, блин, я-то всего этого не запомнил, этих цифр. Ну, заодно и опыта поднакопим.
Так, отлично, у нас не хватает деревянная опора. Это переводится как деревянная опора. На самом деле это ветки обычные. Сейчас мы вот здесь вот посмотрим. У меня здесь что-то было. Деревянная опора, блин. Так, 267 дерева. Вот, короче, я предлагаю все-таки смотаться к нашей стройке и окончательно убедиться в том, сколько и чего нам нужно. Потому что собирать наугад, ну, тоже как-то не вариант. Так. Дерева нам хватает, волокон нам хватает. Нам нужно 33 камня еще найти. Правильно? То есть 55, чтобы у нас всего было. Все окей. Сейчас я еще в хранилище загляну. Здесь у нас камня нету. Все. 33 камня нам нужно собрать. Да, была бы кирка, было бы проще, конечно. Так, 38. У нас осталось 17 камней. Так, смотрим, сколько. 49. Еще 6. Еще 6 штучек. О, привет, чувак. Так, еще 2. И можно
ехать, но я думаю, что это всего лишь один из элементов. Сколько этих элементов, я не знаю. Ну, достаточно, я думаю. Так, 56, все. И поэтому нам придется мотаться, наверное, достаточно часто. И много. Так. Ну, как я и говорил, да? В камень все упирается у нас. Снаряжение. Простейшая кирка. Короче, надо искать фрагменты, потому что без кирки мы очень долго будем это делать. Так, короче, показываю мастер-класс по сбору вот этих вот. Это называется плод кактуса, да? А он нужен нам для того, чтобы зелье готовить. Вот, показываю мастер-класс, как его собирать. Кидаем, нажимаем на Е, поднимаемся. Нажимаем на F, собрали. И на Q спускаемся, только не резко, чтобы не разбиться. Хоп. Все, готово. Погнали, что дальше камни собирать. Можно, конечно, как вариант сейчас заняться сбором фрагментов. Для того, чтобы кирку прокачать и сделать ее. Тогда это, наверное, несколько ускорит наш процесс. А можно тупо бегать, собирать эти камни. Это, наверное, дольше времени займет в итоге. Так, чей это здесь ходун припаркован? Ой, мы сейчас занимаемся криминалом вообще просто. Но если чувак оставил здесь свои шмотки, значит, и они ему особо не нужны. Так, 7 фрагментов у нас уже есть. Нам еще 3 надо собрать. И было бы просто замечательно. Здесь нам не повезло.
Так, здесь мы можем немножко застрять. Так, у нас с водой беда, надо закинуть. Не помещается. Так, надо что-то поскидывать, наверное. Так, шкуру можно еще скинуть, плоды можно скинуть. Вот это мне не нужно. Так, ну что, погнали дальше.
Слабоватые они какие-то здесь. Так, что у нас там по камням? 82, да? Не знаю, хватит нам этого или нет. У нас перегруз, кстати, по весу.
Чё ты мощный какой-то попался? И сюда. Там чувака поймали в сети. Он освободился и дальше поехал. Так, 112 камней. О, я думаю, этого нам пока хватит. Сейчас голову полечим. И поедем назад. Так, где наша база строительства? Вот здесь вот, да? Как бы сюда флажок-то поставить? Реально вообще нет? Понятно. Важные точки, вот. Можно это как-то отметить, нет? Было бы неплохо. Так, короче, сейчас направо поворачиваем. Подожди, а там мы проедем или нет? Не уверен я, что мы здесь проедем. Короче, надо сейчас вот здесь вот брать правее и вот так вот объезжать все это дело. Упс. Такое бывает. Нет, летать нельзя, это крылья, они, знаешь, типа как парусов действуют, то есть ветер помогает тебе в дополнение к твоей мускульной силе вращать эти ходуны, короче, передает энергию. А летать нет, нельзя. Это просто как вариант парусов, не более. Привет. Надо, короче, клан создавать, надо в команде играть, потому что одному, блин, ну... Проблематично довольно-таки это делать. Даже не в плане там что-то построить, собрать, а вот защиты, да, там какой-нибудь чувак просто подбегает и может тебя завалить без проблем. Ну, если получится у него, конечно, как бы, но факт остается фактом, что постоянно кто-то хочет тебя убить. И в идеале бы, конечно, ну, как минимум человек 5. Это было бы неплохо. Так, ну что, смотрим. Что у нас есть в наличии. Что там еще у нас осталось?
Туда уже залазить придется, что ли? Есть, да? И у нас осталось, короче, только опоры изготовить и крылья, да, наши? Отлично. Вот. Нам ткани не хватает. 16 штук на одну, да, и 16 на другую, понятно. Блин. Но можем ли мы управлять без крыльев? Сейчас я посмотрю. Наверное, ни хрена пока, да? Да, такая бандура, что... Как со всем этим управляться? Так, а если мы вот эти вот разберем? Хватит ли нам ткани? Режим разбора. Ноги светлячка нет. Я бы хотел разобрать крылья. Блин, нифига, по-моему, крылья не разбираются, да? А, вот крылья. Разобрать. Сколько там у нас получится? Так, 8 всего лишь. Этого недостаточно. Этого недостаточно. А, вот у нас хранилище, кстати, есть. Все, 26. И там нужно... Блин, сейчас посмотрим. Не помню. Так, где здесь можно залезть-то? А то не хотелось бы постоянно с крюком-кошкой залазить. А, чуть-чуть совсем не хватает. 10 тканей не хватает всего лишь. Так, погоди, требуются ресурсы. 25-18. Ну, правильно, о чем? Одно-то я могу изготовить? Да, на второй мне не хватает 10 штук. Десять тканей всего лишь не хватает. Но я благополучно разобрал свой светлячок. Ну ладно, мы его сейчас восстановим. Так. Надо его, наверное, перевернуть. Нет, грузить нам ничего не надо. Открыть хранилище. Так. Как нам его перевернуть-то теперь? Режим строительства. Заходим. Делаем ноги. Ага, вот. Все, а у нас... Изготовить. Изготовить. Теперь нам надо его опрокинуть. Десять ткани надо. Это надо валить обезьян. Потому что ткань только у них. Сейчас мы, конечно, посмотрим, можно ли у нас ее сделать. Нет, у нас такой возможности нету. Поэтому по-любому придется ехать собирать. Всего лишь 10 тканей не хватило.
В идеале, конечно, надо в деревню, короче, и к ним метнуться, там их до хрена. Но это и опасно, в свою очередь. Надо воды сделать немного. Опасно, потому что их там много. Так, кактус, кактус, кактус. Сейчас. Кактусов у нас до хрена. Сейчас мы это все сделаем. И давай дровишек подкинем. 10, если получится. Опа! Опа! Your connection has been lost. Блин. Не хочется думать о плохом. Но сохранился ли мой последний прогресс? Так, слава богу, вроде как бы вернулись туда, где закончили. Это хорошо. Так, все, забираем кактус, забираем воду. Это выпиваем. А, это мы выпить не можем. Ну ладно, ничего страшного. Погнали. Нам нужно найти ткань. Как-то в свете последних событий такие вылеты, они очень сильно напрягают. Так, сейчас наша основная цель — это обезьяны. Да, без парусов гораздо сложнее ехать. Это однозначно. Тяжелее это получается. Так, вон я одну обезьяну вижу. Нет, у нее нету ткани. Не видно больше никого. Нет. Рановато я, наверное, разобрал здесь крылья. Вопрос всего лишь в 10 кусках ткани, блин. Если мы сегодня достроим наш большой ходун, то мы, наверное, переместимся в следующий оазис.
И посмотрим, что у нас там происходит. Просто интересно. Таких оазисов на самом деле до хрена. Очень много. Вот. Концепция игры интересная. То есть у них получается каждый оазис это отдельный сервер. Вот. И получается, что ты перемещаешься со всем своим барахлом, со всем своим транспортом на другой сервер. Насколько я понял. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Так, вот у нас обезьяна прямо по курсу. Там такая же система, да? О, отлично. Один кусок ткани есть. А, вон еще одна, отлично. О, еще две. Так. 11. Нам надо 18. Еще 7 осталось. А, можно на разные карты перемещаться с ресами едино. Прикольно. Мне в Арке нравится система строительства. Что-то я не знаю. Может быть, есть смысл поиграть в нее, конечно. Так, еще одна есть. Осталось сколько у нас? 6 штук. Погнали. Материалов мало, да, но мне нравится то, что там вот блоки вот эти треугольные, то есть возможности именно для создания новых форм их больше, чем, ну, в том же Майнкрафте, да. По крайней мере, мне так показалось. Так, еще один у нас кусок есть, еще 5 осталось. Да, но я, по крайней мере, видосики, те, которые смотрел, видел потенциал. Я думаю, что можно, да. Так, вот это что за дерево? Надо глянуть, я не видел такого. А, это обычная пальма, просто другого ракурса. Нам сейчас понадобится много кактусов. Для того, чтобы воду делать для перехода. И вот эти плоды нам тоже нужны. Плоды нужны для того, чтобы зелье делать.
Так, сколько нам осталось? 5 тканей, да, еще набрать? Где мы находимся? Недалеко от нашего места строительства. Так, вон у нас, вижу, одна обезьяна бежит. Сейчас мы ее догоним. Главное сейчас не завалиться нам. Не повезло, ткани нет у него. Так, а есть кто-нибудь еще поблизости? Нету? Жаль. Теперь бы надо бы как-то забраться теперь на эту горочку. Блин, без парусов это довольно проблематично будет. А, кто-то здесь обустроился, вот чья-то кровать. Интересно. Так, а можно как-то присесть, нет? А, да, можно, слушай. Ну-ка, давай посмотрим. Что здесь интересного? Кто-то нашел для себя какое-то укромное местечко. Так, теперь главное разогнаться. Потому что без парусов очень сложно в горочку залезть. В принципе, можно сюда, ткани у нас есть, воткнуть паруса, а потом их разобрать просто и все. Чтобы попроще было нам перемещаться. То уж совсем тяжко как-то так. Режим строительства. Сколько нам нужно там?
Блин, одного куска ткани не хватает. Ладно. Поехали на одном. Так будет попроще. Идите, чертовы обезьяны, когда они нужны. Почему я их не вижу? Так, вот там вот тут однозначно должны быть обезьяны. Вон одна есть, отлично. Даже две. Может быть, нам повезет. Ух ты, ёкарный бабай. Что-то я подрасслабился совсем. На лоу хп ушел. Да ладно! Я же успел, ты чё? Твою мать. Броня есть, да, ее надо делать, изучать и делать. Ой, блин, так.
Давай возле светлячка. Где наш шмот? Блин. Я сейчас что-то даже не сориентируюсь, где мы. Броня есть, да, но ее надо изучать и делать. Я все свои фрагменты пустил на изучение ходуна. Вот. Пока. Что-то я, конечно, подрославился. Просто обезьяне проиграл. Так, отвали от меня, обезьяна, мне надо подлечиться. Все, я теперь готов с тобой сражаться. О, 2 куска ткани, отлично, еще 3 осталось. Шикарно. Еще 1. Так, +1 и 9. И там у нас 7, 16, еще 2. Еще 2 надо. Пусто. Не повезло. Так. Где у нас еще? Где-то здесь были обезьяны. Ой, блин, это охранник, нахер. Я не хочу с ним связываться. Он трудночитаемый, еще и блокирует мои удары. Блин, надо что-нибудь попроще. Если есть возможность с ним не связываться, лучше с ним не связываться. Ну или, по крайней мере, хотя бы броню иметь. О, все. 9, и там у нас 7, 16. Все, нам больше не надо. Все, у нас ткани достаточно.
Можно возвращаться, доделывать наш новый ходун. Новый ходун, чем он лучше? Ну, во-первых, он больше. На нем можно разместить больше, ну, костер точно можно, и на нем можно уже передвигаться 2 человекам, понимаешь? В чем разница? Вот. Ну, на самом деле, сейчас посмотрим, потому что я как бы особо не вникал, чем он лучше. Побыстроходнее, наверное. Попрочнее, в конце концов. Там этих ходунов, на самом деле, очень много видов. И чем дальше ты продвигаешься, чем больше изучаешь, тем сложнее можешь ходун сделать. Просто огромный, я так понимаю, огромный можно ходуны делать. В конечном итоге. Хотелось бы дойти до этого. Которые, знаешь, целые отряды могут перевозить. И потом в схватке с кем-нибудь с таким же ходуном, там, на абордаж это все брать дело. Короче, сейчас доделаем ходун, делаем воды и попробуем переместиться в другой оазис, посмотреть. Да, осталось только народ найти. Ну, я думаю, что вот в таких оазисах, которые стартовые, там народу особо нет. Потому что они все стараются отсюда свалить, то есть сделать вот этот вот ходун, да, 2-го уровня и какой-нибудь другой свалить. Потому что здесь-то делать особо нечего. Это такие примитивные оазисы самые. Так, мне нужно разобрать вот это крыло. И в итоге у нас должно получиться 18 тканей, но я что-то пока не наблюдаю этого. А я, походу, не разобрал, да? Нет, не разобрал. Давайте попробуем еще раз. «12, да ладно! Да как так-то, блин?» Ой, блин, он, короче, вернул, получается, не столько, сколько я потратил на это дело. Ну да, у нас, получается, все-таки 6 не хватает. Так, короче, хрень полная. Я так понимаю, что возвращается меньше, чем затрачено, поэтому... Да, не говори. А что, делать нечего, придется снова искать. И мне еще дерева не хватает. Зашибись. Зашибись. А у меня что-то рядом ни хрена нету, да? Ну-ка, вот это.
Короче, больше не буду делать паруса нахрен. Сразу собираю, что есть, и едем назад. Я почему-то думал, что сколько потратил, столько вернется. Ни хрена. Так, ну что, деваться некуда. Сейчас я по карте просто гляну, куда нам лучше смотаться. Что-то водички-то у нас не осталось, нифига. Вот здесь одна есть. Так, а кто мне говорил, что уголь можно использовать для печи? Ни хрена нельзя. Либо волокна, либо дерево. Ну, волокна, соответственно, очень быстро горят, да? Что-то вообще пипец. Ничего не осталось. Так, это можно здесь оставить, это нам не надо. Погнали. Ну, теперь лучше в другую сторону поедем, короче. Шесть штук нам осталось найти. Вот так вот он выглядит. Вот я сейчас чужой покажу. Вот здесь вот то ли брошенный, то ли нет, не пойму. О, видишь, он гораздо больше. Нет к нему доступа, к сожалению. Так, сейчас 5 минут, и я вернусь.
Так, все, я на месте. Значит, в ту сторону нам путь закрыт, потому что там у нас выход с нашего оазиса. Блин. Что-то вообще прям, я не знаю. Поиски 6 кусков ткани, они прям напрягают меня прям очень сильно. Проще, по-моему, на ногах все это сделать, блин, чем кататься на этом недоделанном светлячке. Мне интересно, насколько отличается обстановка в других оазисах по сравнению с этим. Это как бы стартовые, да, получается. Ну, вот этого типа оазиса, они стартовые. Тут вроде все как начинают, да, и особо за ресурсы не дерутся. А вот что интересно в других оазисах, более развитых, есть ли там кланы, насколько они между собой там воюют. По идее, такое должно быть. Но вот хочется глянуть, что там. Насколько уже люди развились. Учитывая, что игра работает, получается, второй день. Потому что до этого был вайп. Все, что до этого было, все похерено. Вот. В сути, у людей было 2 дня как бы на развитие. Ой-ой-ой, я разогнался.
Не повезло. Тоже нету. Печально. Поехали дальше. Ой-ой-ой-ой, сейчас развалится у меня все. Ну давай, давай, блин, тоже ничего. Да что ж такое? Два фрагмента. Так, может быть, посмотрим, что мы можем изучить. Вот мы можем изучить базовый станок. Землекоп добывает разные материалы из земли, и, например, песок из пустыни, или при наличии продвинутых знаний глину из грязи. Так, либо у нас есть ткацкий станок, производит ткань для парусов и доспехов. То есть, если я сейчас сделаю ткацкий станок, я смогу спокойно себе сделать ту ткань, которую я пытаюсь найти, правильно? Тогда, может быть, мы это сделаем? И как бы, получается, нам нужно это все собрать, да? Так, где у нас... А, не поторопился ли я? Станок-то я сделал, а что толку-то, что я его сделал? Так, переходим в режим строительства, да? И ставим... Ага, нам нужно еще 9 дерева и 8 волокон для того, чтобы поставить этот станок. Окей. Дерево и волокна. Ну, это мы найдем. В принципе, даже вот если клановую систему создавать, тут можно людей поделить на воинов, на ремесленников, на кого еще, кто вот будет изготавливать это все дело, да. То есть, допустим,
Кто-то начинает развивать ветку ремесленников, кто-то начинает все свои фрагменты кидать на изучение там, боевой составляющей, да, и как бы в этом смысл есть. У такого сообщества больше шансов как бы продвинуться дальше. То есть я, допустим, здесь один пытаюсь все направления развить, а там, получается, каждый на своем сосредоточился, и они быстрее пройдут, если они вместе это делают. Вот. Так-то вот, если подумать. Так, у меня водичка заканчивается. А у меня ни хрена нету для того, чтобы сделать эту водичку, да? Так, все, на станок у нас вроде хватает ресурсов, да? Сейчас мы его поставим и заодно воду сделаем. И сможем сделать ту ткань, которая нам нужна. А потом мы его разберем просто и все. У объекта нет полной опоры. В смысле, бля, а что им, какой им опор нужен? Ну, давай вот так вот. Так, и давай использовать. Значит, нам нужна ткань. Так, а из чего он ее делает? Непонятно. Это я просто нажал, он ее сделал, а из чего? А, вот, он и делает из волокон, отлично. Это шикарный вариант, на самом деле. Так, стоп. Нужно 15 волокон и 2 дерева для того, чтобы сделать одну ткань. Серьезно? Ну, это гораздо проще найти, чем ходить мочить этих обезьян в надежде, что из них выпадет эта ткань. Это проще гораздо. Сейчас мы все это насобираем. Это не проблема. Дерево и волокна — это вообще самая распространенная тема здесь. Заодно еще кактусы пособираем. А, да, кстати, у нас с водой проблема. Можем откинуться сейчас. Так, а что у нас здесь в хранилище осталось? А здесь у нас всякая фигня, да? Так, ладно, погнали. Рубим дерево, собираем волокна. По максимуму, насколько это возможно.
Так, Бибизян, подожди, давай разберемся. Так, у нас 15, нам еще 3 надо. И все, и можно назад валить. Все, значит, разбираем станок. И погнали. Сейчас мы только сориентируемся, где мы находимся. Так. Блин, нам подниматься придется. Не знаю, получится ли у нас. Воу. Стопэ, братан, ты чё, Ты где права получал, блин? Отвали от меня. Маньячила, блин. Hi, bro. Бля, ты серьезно? Я же сейчас выйду, я тебе сейчас настучу по голове. Эй, что ты делаешь, эй? Ну давай, подеремся. Давай. Давай, иди сюда. Давай. Ну, супер, молодец, а. То есть всю ту ткань, которую я собрал, он меня сейчас заберет? Вот почему я говорю, надо в команде играть.
Так, надо по-любому его найти. Прокачать нормальное оружие. Найти его и забрать все, что он у меня отнял. Ну что, этот козлина нам оставил что-нибудь, нет? Да, молодец, вообще по минимуму все обокрал нас. Ткани нет, ни хрена. Все, что я делал, все коту под хвост. Ну, тварь, блин, а. Кто-нибудь запомнил его ник? Так, ну, в принципе, у нас есть станок. Сейчас посмотрю, что нам нужно для того, чтобы его построить. Так, ветки 2 штуки. Так, ветки у нас на станок есть. Сейчас надо дерево и волокон собрать. И можно будет этой ткани это сделать, не проблема. Так, на топор у нас не хватает камня, да? Окей. Надо посмотреть, кстати, с каким оружием он на меня нападал. Сейчас посмотрим. Зубастая дубина, по-моему, у него была.
Или даже вот это вот костяной ручной топор. Похоже, по крайней мере. Так. Смотрим, что у нас получается. Нам нужно вот это вот еще сделать обязательно.
Все, короче, оставляем его здесь. Погнали, короче, пешком. Будем там ставить ткацкий станок, делать уже ткань на месте. Оу, привет, привет. Чё не пришел вчера? Играл вчера в Oxygen. Самый печальный стрим вчера был. Из всех. 6 человек у меня там подохло во время стрима. Не знаю теперь, как жить с этим.
Так, ставим ткацкий станок и делаем ткань. Нам нужно 18 ткани. Не знаю, хватит ли у нас на это ресурсов. Сейчас посмотрим. Судя по всему, нет. 15 получается. Нифига себе, это сколько же мне надо волокон собрать? «13 на 15». Ой, ё-моё. 135 на 13, 50, 65, 195 волокон надо собрать. Охрененно, бля.
Так, что мне выкинуть? Вот эти пальмовые листы, не знаю, нужны они, нет. Сколько у меня? 125. Мне еще 70 осталось собрать. Ой, не так уж и много. О, 186, еще 9 штучек, всего лишь 9. Все, погнали. Так, водички попьем. Да ладно, что, серьезно, немного не хватит. Ага, 10 не хватает. Или хватит. Ну, слава богу, все. Все, готово, да? Готово? Так, ну чё? Можем же уже мы кататься или нет на нем? Непонятно.
Я не пойму, блин, как это? Чё опрокинуть? Что это за фигня? Вот, другое дело. Вот это я понимаю, вот это автомат. Парад, да? Хоп-хоп-хоп. Маневренный такой, быстрый вообще. Так, окей, я понял. Открыть хранилище, давай. Что у нас тут? У нас тут все заблокировано, потому что у нас тут ничего не прокачано, да? И для того, чтобы нам прокачать, нужно немножко ресурсов, которых у нас пока нету. Волокон у нас нету, да? Так, ну ладно, сейчас пособираем. Может быть, и сможем что-то прокачать. Так, смотрим, что у нас там. Значит, мы можем улучшить груз, можем улучшить какой-то хэтч. Что это, я не знаю. Запасы хранится оружие и броня, они автоматически используются при возрождении. Держите запасы в порядке, пополняйте их регулярно, они вам очень пригодятся при нападении враждебных кочевников. А, понятно. Так, а на воду что нам нужно? Немножко больше волокон. Ясно. Так. Есть у нас поблизости тут волокна? Ни хрена нету, да? Ну, давайте прокачаем, значит, груз для начала. Чтобы скинуть... Опа. Так, погоди, я же... А, нужно время на это. Все, груз прокачан, можно туда сбрасывать то, что у нас есть в инвентаре. Отлично. Так, а за всем остальным нам придется прокатиться. Блин, как на него залезть-то, я не понимаю ни хрена. Так, короче, нам нужно сейчас немножко волокон опять собрать и воды сделать для того, чтобы перейти в следующий оазис.
Так, погнали посмотрим, что мы там можем прокачать. Так, шкура руб. А, все, я понял, у нас... Я же все выложил, нам надо это забрать. Так, и волокна у нас есть, 10 камней и 22 дерева. Окей. Есть такое дело, да? Так, и в принципе мы можем уже загрузить это немножко водой. Так, а у нас очага здесь нету, получается. Нам его надо сделать, да? Так, а у нас камня не хватает.
Так, что у нас? 23 воды получилось сделать, да? Так, погнали еще кактусов нарубим. Так, ну что, 32 единицы воды у нас есть. Сейчас посмотрим, куда мы можем отправиться. Вот соседний оазис, в принципе, десяточку стоит перейти, да? Если вот отсюда. Можно даже вот сюда нам добраться за 20. Так что, почему нет? Сейчас только доберемся до края. Да, спасибо за подписку.
Короче, сейчас отправимся в другой оазис. Я вот только думаю, как это лучше сделать. Можно, конечно, с этого края пойти, но нам придется тогда потратить немножко больше воды. Либо все-таки пешком, ну, точнее, на нашем ходуне добраться до другого края, сэкономить тем самым немножко водички, да? Сейчас посмотрим. Хотелось бы, конечно, в какой-нибудь клан вступить или создать его. Так, вы покидаете оазис еще столько-то метров, да? Ну давай попробуем. Можно... Нет, нам вот здесь вот, к сожалению, не хватит для того, чтобы сюда перейти. Как вариант, вот сюда за 20-ку, а сюда, здесь уже придется искать еще. За 50 сюда мы не дойдем, у нас всего 32 воды. Вот сюда можно за 20-ку стартануть. Ну что, пробуем, да? Maywood Avenue. Ну, погнали. Чтобы удерживайте, чтобы переместить. Вы не можете вернуться. В смысле мы не можем вернуться? То есть я что, в этот оазис не вернусь уже больше? Покинув этот оазис, вы больше сможете вернуться. Видимо, здесь опечатка, да? Ваш ходун и весь инвентарь останутся с вами. Точно хотите перейти? Ну, да, давай. Вот, интересная тема. То есть, получается, все, мы в этот оазис уже в стартовый больше не вернемся, да? Так, контакт есть. Посмотрим, что ж там интересного. Я надеюсь, ходуна там нам оставят. Есть, да? 20 уровень у нас теперь. Солнце выжигает землю за нашими спинами. Все живое на земле бежит от него. Если ты не поймешь этого, тебе не выжить. Ясно. Так, дальше. Теперь построить ткацкий станок, получить 15 ткани. Ну, как бы я это сделал, но, видимо, он нам этого не засчитал, да? Это что за фигня? Кто это здесь строит? Кто умудрился перейти сюда без ходуна и начать здесь строить самый простой ходун? Такое возможно разве? Интересно, а почему я до этого не додумался, да? Так, ладно. Ну что ж, будем выполнять, значит, наши задания, да? Которые нам предлагаются. Погнали. Мы сейчас доберемся до места, где можно хотя бы нарубить дерево, набрать волокон, чтобы сделать 15 тканей. Так, вот тут у нас какая-то торговая станция. 200 флотов за возрождение. Блин, я не знаю, вот насколько безопасно вообще в принципе двигаться туда. Какие-то... Блин, мне интересно, а что это? Надо посмотреть. Существа мертвые какие-то лежат. Атаковать? Серьезно? Так он же мертвый. Опа, шкура. Как раз вот это вот то, что нам нужно. Для прокачки следующих этапов.
Продвинутое производство 42%. Тут однозначно нужно играть в команде. Одному это сложно все. А здесь местность несколько другая, да? Опа, кто-то у нас здесь остановился. Как они меняют рисунок на своих крыльях, мне вот интересно. Потому что это же, судя по всему, какой-то клан получается, да? У меня по умолчанию стоит. Я не знаю, в каком я клане состою. Наверное, ни в каком. И у них какая... Смотри, у них какое-то оружие, короче, на борту. И еще какие-то сундуки стоят. Нифига себе. Блин, я тоже такое хочу. Почему он брошенный без хозяина? Интересно. Так, вон там у нас на горизонте что-то замаячит, какая-то конструкция. Погнали посмотрим. Я надеюсь, нас там не прикончат. А, это, наверное, и есть вот эта вот торговая станция, да? Или нет? Нет, это не торговая станция, это какой-то бомжатник. Простой молот для ремонта, 2 фрагмента с опыта. Неплохо, неплохо. Блин, я так и не пойму, как на него залазить так, чтобы без всяких кошек просто вот где-то подошел там и...
Так, воды нам нужно сделать. Так, у нас на горизонте какой-то появился корабль. Агрессивный нет. Рискую я, конечно. Меня сейчас завалить вообще никаких проблем. Просто у меня ни брони, у меня нормального оружия нет. Я вообще легкая добыча на самом деле. Смотри, там сколько кораблей. Раз, два, три, четыре. Это какой-то клан, видимо. Бля, они за мной, короче, сейчас побегут. И хана мне, они меня завалят. Сто пудов. Я такой смелый, короче, залез на эту карту. Они сейчас меня товарят, блин. Блин, мне срочно надо вступать в какой-то клан. Либо свой создавать. Песок в шестернях, короче, какой-то показатель есть. Охренеть. Так, наберем немножко кактуса, потому что у меня воды нету. Инвентарь полон. Так, надо, короче, что-то слить. Давай-ка потихоньку вот это поскидываем. Так, тут у нас, смотри, деревья какие-то новые появились уже. Интересно. Тоже лагеря Рупу стоят. Да, тут совсем все по-другому.
Кланы, так. Блин, мне кто-то приглашение кинул, а я отказался. Я даже не понял, что произошло. Блин, надо было принимать. Черт. Блин, вот это досада, слушай. И какой-то вылезла, короче, табличка, и я не сообразил, что это, блин, и нажал Escape. А там было, короче, кланы, типа, принять приглашение, отказаться. Блин. Напрасно я это сделал. Надо было вступать. Сейчас, может быть, еще раз кинут. Сейчас за то, что не согласился, они тебя догонят. И завалят нахрен. Так. В параметрах такой возможности нет, да, насколько я понимаю. Блин. А как кинуть приглашение или как, вот я не понимаю сейчас. О! В этой зоне запрещены бои между игроками. Отлично, на 15 минут. Значит, у меня приглашение. Вот, кстати, создать клан. Давайте создадим клан. Назовем его Бродяги. Если по-русски это можно будет сделать, да? Бродяги. Так, какую мы возьмем картинку? Я предлагаю взять, наверное, что-то типа вот этого зеленого картинку. Так, а свою можно какую-нибудь закинуть, нет? Было бы неплохо. Да, пусть вот это будет. Чё? Такое имя уже есть? Да ладно. Серьезно? Я опоздал, короче, с названием. Блин. Так, а какое тогда написать? Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи? Бродяги не катит, да? Блин, что-то в голову-то ничего не идет. Так. Может тогда охотники? Реестр, просмотр и управление членами клана. Охотники, все. Будем охотниками, короче. Наем тут какой-то есть. Смотри, пригласить новых членов. Мне бы желательно русскоязычных, конечно. Данные клана. Вот. Теперь все, у нас есть клан. Только почему-то паруса не поменялись у нас. А, все, поменялись, смотри. Оба-на, отлично. Все, я теперь хоть понял, как это создавать. На G надо нажать, короче, вылазит эта фигня. Так, блин, а как узнать русскоязычных-то?
Ребята, короче, если вдруг кто-то будет играть, вступайте в клан Охотники. Мы с вами тут всех порвем. Так, и что это такое вообще у нас? Сюда можно вообще как-то залезть или нет? Что это за хрень? Ткани какие-то, что-то. Кто-то торгует здесь, нет? Так, вот, есть торговля. Здесь можно сбросить предметы. То есть я могу здесь что-то продать. Да? Могу здесь что-то купить. Угу. Интересно. Короче, это у нас торговая точка. И, соответственно, можно зарабатывать на этом деньги, которые можно будет, наверное, потом куда-то тратить. Так. Здесь есть торговля, это хорошо. Смотри, всякие эти штуки. Я даже таких и не видел еще, нифига предметов. Смотри, кукуруза какая-то. Ее что, выращивать можно? Да ладно, серьезно? Офигеть, офигеть, ребята. Это же так классно, слушай. Это можно заниматься сельским хозяйством, выращивать все это дело. И, соответственно, продавать. Так, допустим, вот я хочу продать большой плод кактуса. Как мне это сделать? Спасибо за подписку. Количество. Вот я ставлю, допустим, ну пусть будет быстрая продажа наверху. Так, ага, все. Так, я такой типа, опа, сюда, да? Кидаю, но я хочу, допустим, не все продать. Тогда мне нужно вот это разделить, наверное, да? Разделить это у нас левый shift. Да блин, нет, не надо мне их есть. Почему он у меня... Да ладно, хрен с ним, я потом еще насобираю. Да давай те пока продадим. Вот, продать. 91 чего-то там у нас, 74, 10% налог. Кто-то еще налог с нас собирает, офигеть. Ну и типа такой, хоп. Продал, да, денег заработал. А куда эти деньги можно потратить? Наверное, что-то можно купить, да, на них? Веревки, они настолько ценные, что ли? Я просто как бы хрен его знаю, я только приехал сюда, я вообще как бы не в теме. Давай посмотрим, что купить. Веревки. Так. Кремниевый гарпун есть какой-то за 20. Так, что еще? Повязка за 50, да ладно, я же не могу просто сделать. Зачем? Она 50 стоит, вы охренели? Да, цены такие, прям, я скажу, не шуточные. Так, ну-ка, расскажи. Ты играешь в эту игру, нет? Давай, вступай в клан. Давай вдвоем погоняем. Или ты уже в клане в каком-то? Зелье скитальца стоит 1098. Да ладно, ты серьезно? Вот, канат, смотри, 10. Что это значит? Есть смысл покупать?
Строю уже самый большой корабль сюда, да ладно. 50 долбанных канатов. Ну вот смотри, вот. Они стоят 10 за 2 штучки. Тебе всего лишь нужно 250 монет. А как ты уже... Она же, игра только 2 дня как бы работает. Как ты уже успел прокачаться? Ни хрена себе, ты молодец, слушай. Самый большой. Ну-ка, давай посмотрим, что там у нас. Скоростной транспортный ходун. Так, это не он, нет? 65 осколков. Ни хрена себе, ни хрена. Кочевнический ходун-паук. Он, да? Ходун-паук с баллистой. А вот это заблокировано. 65 осколков, охренеть. Так, это ж... Подожди. Вот 65, скоростной транспортный ходун. Вот это что ли? Обычное торговое судно, чья основная задача скрыться от пиратов и доставить товары покупателям. Для вооружения места маловато, поэтому обычно такой ходун движется в сопровождении хотя бы одного боевого ходуна. Слушай, это так интересно. Получается, что можно торговать, соответственно, для защиты тебе потребуется какой-то, да, этот еще охранный ходун-стилет. Улучшенная версия лодочного ходуна. Ходун-стилет движется быстрее, у него радиус разворота меньше. И сам большой, но его разблокировать почти невозможно. Ну-ка, давай глянем, что тут. Кочевнический ходун. Но он 15 стоит, вряд ли это самый большой, да? Видимо, где-то вот здесь вот, который заблокировано, да? Пока еще. Как ты успел так прокачаться? Ну-ка. Это нужно как минимум вот здесь 10 кинуть, да? Соответственно, сюда еще 65. И порошок. Ну, порошок понятно. Неплохо, неплохо. То есть 75 осколков. Охренеть. Охренеть просто. Как ты, бля, успел все это сделать за 2 дня? Непонятно. А ты состоишь в каком-нибудь клане? Нет, сам по себе играешь? Давай, заходи. Я хочу, чтобы у нас команда была, хоть, я не знаю, человека 3 как минимум, потому что в одному тяжело. Нападают, понимаешь, придурки всякие, и как бы отбиться от них очень сложно. В этой зоне запрещены бои между игроками. Ботинков кто это такие? Что за ботинки? Ну, в смысле, могу, да, почему нет? Ну, с обезьянами-охранниками как бы сложнее, но обычно это вообще не проблема. Ясно. Как бы я только во вторую локацию свою это зашел. Вот у меня стартовая была, а это вторая моя локация, поэтому я не могу сказать, что на других происходит, в принципе. Так, ну чё, в принципе, с этим мне понятно. Здесь у нас торговля идет. То есть можно, в принципе, немножко денег заработать, да? Так, у меня Европа, сейчас скажу. Вот, Мэйвуд Авеню. Ну, как бы второй я вот начал отсюда, вот, да, First Lane, и я вот буквально минут 30 назад зашел вот сюда. Я даже понятия не имею, как тут что вообще устроено. Что, не подходит?
Да ладно, ты серьезно? Подожди, а ты начинал, получается, в другом месте где-то, да? И интересное кино. Получается, если, чтобы нам с тобой встретиться, нам, короче, нужно на 102-м. Охренеть, охренеть. Короче, чтобы нам с тобой встретиться, это вообще надо просто неимоверные усилия приложить, да? Это столько воды надо произвести. Так, ну-ка. Мне с нуля начать, например, да? Понятно, понятно. Так, ну мне надо подумать на этот счет. Взвесить все за и против. Погоди, а там как-то видно, какие номера серверов сейчас? Так, я просто номера здесь не вижу. У них у всех какие-то названия. Не вижу номеров. Так, ладно, как бы там ни было, а нам нужно как-то продолжать выживать. Номера были, знаешь, в самом начале, неделю назад, когда они только запускали всю эту тему, там, да, были сервера под номерами. То есть там не было даже, ну, то есть ты заходишь в Европу в лобби, и там открывается список серверов, там у них были номера. Сейчас такого нет. То есть ты сейчас заходишь, допустим, в Европу в лобби, и там у тебя просто вот эта карта открывается, и ты выбираешь, соответственно, свой. Вот, номеров там уже нет. Возможно, ты не можешь их видеть из-за того, что ты не на сервере. Так, а где же я, по-твоему, нахожусь? А, все, может быть, я понял. То есть мне, по идее, типа надо выйти, да, чтобы видеть эти номера? Ну, может быть, может быть. Давай, давай, подскажи. Может быть, действительно так и есть. Может быть, действительно, если на сервере, то не видно номера ни хрена. Блин, у меня даже кирки еще нет. 27, ни хрена себе. Видимо, у вас там сервер такой популярный. У меня тут вообще нифига, как бы, проблем нет с доступом. А ты клан какой-нибудь создал или ты сам по себе играешь? Так, 13 фрагментов, мы можем что-то открыть. Давай посмотрим. Так. Вот, мы можем открыть лестницу для ходуна. У нас на сервере все лагает. Так, может быть, есть смысл на другой перебраться? Если все лагает. У меня нормально, я не знаю. Я вот начал на одном, как бы там четко все. Сейчас на второй зашел, проблем нет особых. Так, а что у нас есть из снаряжения? Ну-ка. Долговечный мешок для воды. Вот у нас открылась тканые штаны и рубашка. Урон минус 22%. И снижение скорости на 2%. Проблема в том, что мой ходун уже забит ресами, и плюс я уже потратил кучу ресов на строительство на другой ходун. Ну, то есть, получается, тебе нужно в любом случае достроить свой второй, да, и только потом ты сможешь как бы покинуть этот сервер.
Понятно, понятно, так. Зубастая дубина — это оружие, древний символ кочевнической культуры, балансирует между варварством и инновациями. Так, ну и что, мы можем ее сделать? Да. Отлично. Теперь я хоть кому-то смогу ответить по достоинству. Оба-на. А то меня все обижают, блин. Да, давай поглядим, может быть есть смысл действительно где-то, я не знаю, на одном сервере собраться. Я собираю людей, я не знаю, но есть смысл как бы объединиться, потому что, блин, в одиночку играть не очень интересно. Ну, может быть и интересно, но опасно, скажем так. А вот команду объединить там и гонять в составе группы уже гораздо проще. Можно и грабить кого-то там, да, и вообще как бы попроще играть. Так, что у нас тут еще интересного есть? Подсказка. Если хочешь прокачаться по-быстрому и открыть древо, нужно бегать вокруг оазисов и лутать корабли. А, ты имеешь в виду те корабли, которые брошены? И что, ну, в принципе, логика в этом есть. А разве можно их внутренность, ну, точнее, то, что там лежит, собирать? Грибы какие-то, блин. Грибная мякоть. Ёкарный бабай. Для чего она? И что разрушенный выглядит как тот, что ты только что зал... А, все, я понял, про что ты. Я понял. Серный газ, блин. Либо суп, либо бомба из этих грибов. Ага. Отлично. То есть можно пожрать себе приготовить, да? Тут кардинально отличается природа от той, что была в начале вообще просто. Там нифига не было. Здесь уже все гораздо разнообразнее. Так, нам надо сделать воды. Так, в идеале человек 10 собрать вообще в клан, да? Было бы классно. А почему его могут снести? Какой-то жизненный модуль у меня появился. Что с ним делать-то? Ну-ка. А, ты просто вышел, да ладно. Не, ну это опасно. Ты что, так нельзя делать.
Насколько я понял, здесь такая тема не работает ни хрена. Если ты просто вышел. Так, вот в чем прикол торговли, да, можно по-быстрому прокачать то, что тебе нужно. Если не хочешь искать, можно все это купить. Вот у нас 3 каната, да, стоит, чтобы прокачать энергию до 1 уровня. Значит, пальмовые листья у нас есть, деревянная опора, но это ветки. Короче, можно заняться этим вопросом прокачкой, да. Тут камень нужен и кожа. Ну-ка, а что у нас в хранилище вообще есть? У меня где-то была кожа, я не знаю только, куда она делась-то, блин. Странно, я вроде подбирал ее. Блин, тут столько камня и дерева можно набрать вообще без проблем. Кирка только нужна. Так, есть у нас еще ресурсы на воду? Или нет? Блин, камня не хватает. А, подожди, что я парюсь? У меня же дубина есть. Да ладно, серьезно? В смысле? С 2 ударов он меня вырубил? Как это, блядь? Да вообще, что за хрень, блин? Да ну нафиг. Да ёкарный бабай, как я даже не успел среагировать, блин. Так, появление возле... В точке нашего ходуна, да? Где мы? Так, ну где-то рядом. Он внизу получается. Блин, это оббегать все придется. Деваться некуда, придется.
Сейчас надо башню немножко полечить. А то я не добегу. Что за обезьяны здесь такие? Из 2 ударов меня просто вынесло и все. А, пора уже броню делать, блин. Ой, коронавирус задолбал. Извини, макака, мне пока не до тебя. Алоэ. Интересно. О, алоэ, короче, ее можно типа водный баланс восстанавливать, воду, короче, пополнять. Гораздо больше, чем кактусом.
Да чё, отвлекся, короче, сзади обезьяна подбежала, с 2 ударов меня вынесла. То ли здесь обезьяны такие, короче, мощные. То ли я хрен его знает, блядь. Как он меня с 2 ударов, я не понимаю. Не было такого никогда. И пришлось оббегать вот эту всю фигню, короче, чтобы дойти до места смерти. Какая-то мощная обезьяна, бля. Вот та вот, смотри. Оп. Бля, нахер. Он какой-то быстрый, бля, да ладно. В смысле? Блять, это белая смерть какая-то. Что это такое вообще? Что это, блядь? Ёб твою мать, блядь. Это я что, теперь свои шмотки не заберу? Белая смерть. 2 класс обезьяны. Блин, они мощные, да? Да понятно, что не сдаваться. Так, только как мне, блин, она быстрая. Я даже от нее бежать-то не могу. А, и чё? В смысле не нажимать? А чё будет? Через 30 сек я бы резнулся на том месте, где умер? Да ты чё, блин, а я не знал. Блин, все, спасибо, теперь буду знать. Блин. А я просто это не знаю, ну как бы понятия не имел, что так возможно. А даже дело не в этом. Вот эта тварь, белая смерть, блин, она очень быстро бегает. Я теперь не смогу даже свои шмотки забрать. Ага. Все понял. Здесь, короче, надо максимально быстро приблизиться, максимально близко приблизиться к своим шмоткам. Даже если я там подохну, я там появлюсь и успею, может быть, что-то взять, да? Охренеть. Что у вас там за сервак такой? Ты про что? Про какой текст? Черный по белому слева. Так, погоди, это ты имеешь в виду не в игре, который? Вверху который слева, вот этот вот. Про коронавирус, что ли? А, субтитры, может быть, да, я как бы субтитры. Там на английском языке они идут, да? Я сейчас вырублю их, подожди. Да, там идут субтитры, типа, блин, это на английский язык переводят. Так, как же мне эту тварь-то, блин, обойти, а? Это прям вызов.
Смотри, как они классно сделали. А если ты второй раз умираешь, первая смерть не исчезает. Она просто меняет цвет. Это хорошо. Сейчас попробую по краю обойти. Ну, я понял, я понял. То есть, короче, он завалит, жду, пока возрождусь, да, и тупо бегу дальше, пока вот не получится все это собрать. Так, вот шмот мой старый. Ну-ка, успею я? Вроде нет никого рядом. А с ним вообще реально без брони-то сразиться? Так, вон я его вижу, блин. Вот мой первый шмот. Так, что-то осталось, что ли? А, да, вода, вода, вода. А где мои бутылки? Бля, бутылок нет. Ёп. Так, короче, я не буду с ним связываться, он слишком мощный. Мне надо сейчас на корабль как-то вернуться и все. А я такой думал, слышь, вот увидел, короче, эти лагеря обезьян, думаю, сейчас я их там раскидаю, блин. Они тут такие прям мощные все. Короче, не готов я еще в этом оазисе воевать. По-любому нужно какую-то броню, нормальное оружие.
Ёкарный баба, это что такое? Воу, полегче. Да ладно, вы серьезно? Эй. Бля, просто, короче, смотри, бандиты напали и все. И они просто выносят. Все, без вариантов. Да охренеть вообще просто. Ну что это такое? Без разговоров просто. Так, а они смогут совладеть моим кораблем? Интересно. Вряд ли, да? Да ладно, они смогут его сломать? Охренеть. Нам, короче, тоже вот так вот надо делать. Прокачаться, короче, и просто ехать и всех валить просто подряд. Потому что что это вообще беспредел? И вот один, я говорю, один заехал в этот оазис, все, здесь без вариантов. Тебя просто завалят. Так, где мой корабль? Тут далеко я от него резнулся. Просто, короче, подлетели такие, раз, накидали, блин. И до свидания. И это что за херня такая? Бля. Страшно. То есть что-то они все-таки забрали, да? Что-то оставили. Да, осколки забрали все нахрен. Блин, короче, надо надо делать клан. Вообще, это не вариант, просто в одиночку. Деньги-то хоть у меня остались, да. Вот, это они, нет? Похоже на это, да? Это вроде они. Большой у них такой корабль. Эй, уроды, как дела? Не отзываются. Надо, короче, хотя бы запомнить их ники, бля, ну-ка. В смысле? Тут же вроде нельзя, нахуй, наносить урон. Как он мне нанес-то, я не понял. Че, подостаем их?
Вот твари, блин, смотри, да, вот развились такие и ездят, короче, всех прессуют. Риппин групп. Ну, по-любому клан какой-то. Как же он подосрать-то, а, козлы? Who are you on my ship? Could you please leave? Please, please. This is a clean ship. We don't want no scumbags. Thank you. Что ты несешь, олень, блядь, тупорылый? Please don't stay on the ship. This is a clean ship like Titanic, my friend. You can't stay on the ship. Что ты там несешь на своем птичьем языке, бля, непонятном, бля? I can not hear you, my friend. Идиота кусок, Go бля. to your walker. Так, мне воды нету, ё-моё, сейчас я откинусь. Так, надо сходить воды, что ли, купить? Блин, а если я сейчас умру, я где появлюсь? No. Stay on your walker. This is the OSS police. We come to exterminate all the vermits here. Так, пойду я посмотрю, можно ли воду купить. А, я туда не заберусь, наверное, да, ни хрена? Все, подох. Mister, you cannot stay on this walker. This is private property of the government of Че он Massachusetts, несет, so бля, please идиот? Мистер. Please leave. Please. You are not allowed on this walker. Goodbye, my friend. Короче, надо их запомнить, Риппин групп. Все, надо это. Прокачаемся, соберем команду, накостыляем им. Найду я их все равно так или иначе. Не уйдут они от возмездия. Так, а вот эта пушка, это же отдельно получается, да? Нужно изучать. Короче, видишь, ситуация какая? По-любому надо объединяться. Ты видишь, вот они втроем, короче, построили себе нормальный корабль и все. И катаются, всех хвалят.
Ну как вот одному выжить нереально вообще просто. Так, ладно, сейчас по краю мы эту пропасть обойдем. Если нас по дороге никто не завалит.
Блин, здесь ни хрена нет, здесь одни пустыни. Ни кактусов, ну так по мелочи дерева, но очень мало. Че, у тебя так и не получается его забрать, да? Так, я вот, короче, вышел из оазиса. Получается, что я же сохраню его себе, да, корабль, если выйду. Так, ну будем надеяться, что да. Ну вот, смотри, я зашел, вроде как бы сейчас не на сервере нахожусь, да, и все равно не видно нумерации никакой. Так, ну ладно, на этом будем заканчивать на сегодня. Завтра я все-таки предлагаю, если кто желает собраться и вместе поездить, повоевать, добавляйтесь в Steam, мой ник такой же, как в Твиче. Вот. Буду рад. Спасибо всем, кто пришел, всем, кто смотрел, всем, кто подписался. Давайте увидимся теперь с вами завтра в эту же игру. Всем удачи, всем пока, до встречи в эфире.